США входят в число ведущих стран, где состояние рек постоянно ухудшается. Главной причиной этого являются плотины, из-за которых поймы рек приобретают форму, далекую от их первоначального вида, происходит эрозия. На берегах рек становится меньше растительности, а также сокращается биоразнообразие как водных, так и околоводных экосистем. Но знаете, что еще хуже? Пожары могут усугубить ситуацию, уничтожая все живое, что еще осталось вблизи рек. Однако в штате Вашингтон придумали, как вернуть реки к жизни даже после лесных пожаров. Биологи просто пошли дальше и выпустили на волю несколько бобров, и вскоре на выжженной земле появились признаки, которых не было видно годами. Так, бобры спасают Вашингтон? Звучит смело и даже немного странно, но выглядит именно так. Давайте посмотрим, как все это работает. Какая река приходит на ум в первую очередь, когда мы говорим об ухудшении состояния водных путей в США? Конечно, это главная артерия страны. Река, так или иначе связанная с 40% всей суши континентальной части США, Миссисипи, с ее бесконечной сетью притоков. С этого мы и начнем наше видео. Вы можете получить представление о том, насколько сильно люди влияют на реку, посмотрев на мертвую зону в Мексиканском заливе. Большую часть лета она находится у берегов Мексики. Луизиана и представляет собой, по сути, скопление нитратов и фосфора, которые попадают в Миссисипи из сельского хозяйства, промышленности и всего остального, что создает отходы. Но это еще не все, потому что активная деятельность человека в бассейне реки Миссисипи также приводит к утрате реальных очагов биоразнообразия, пойменных лесов и водно-болотных угодий. Пойменные леса — это безопасные места для отдыха и источник пищи для сотен видов птиц, насекомых, рыб и других животных. Я имею в виду, что это такой же лес, как и любой другой. Но здесь, скажем так, это еще и коварный вид леса, который может быть затоплен самой Миссисипи или одним из ее притоков. Так что в подобных лесах вы можете встретить еще больше видов. От тех, которые не находятся под угрозой исчезновения, до тех, ради защиты которых люди стараются изо всех сил. Например, в пойменных лесах в верховьях Миссисипи обитают 180 видов птиц во время гнездования и миграции. Это довольно солидное число. И мы говорим здесь только о пернатых существах. Если считать все виды, то их число исчисляется тысячами. Но с 1800-х годов люди активно осваивали как верховья, так и низовья Миссисипи. Что касается верхней части, то с тех пор и по сей день здесь утрачена почти половина пойменного лесного покрова. Вот типичная картина, с которой вы можете столкнуться в наши дни. Деревья, которые превратились в сухостой из-за изменения условий. Это фото сделано в Рино-Боттомс, заповеднике дикой природы недалеко от границы Миннесоты и Айовы. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, в низовьях Миссисипи, где обитают все виды животных, только 30% территории покрыто лесами. Звучит заманчиво? В целом, в конце концов, здесь лучше, чем в некоторых других местах, но это только если не считать того факта, что раньше долина была полностью покрыта лесом. Что одновременно невероятно и отчасти трагично, так это то, что из-за воздействия человека сокращение пойменных лесов привело к тому, что Миссисипи и ее притоки превратились в источник наводнений. Почти каждый год какая-то часть реки выходит из берегов, принося огромные убытки как окружающей среде, так и людям. Сейчас мы направляемся в штат Вашингтон. Вероятно, это не то место, о котором вы думаете, когда речь заходит о деградации рек или исчезновении биоразнообразия из-за действий человека. Природа выглядит нетронутой, водные пути близки к совершенству, но это только так кажется, потому что на самом деле влияние человека повлияло и на экосистемы водных путей штата. По данным Центра американского прогресса, или КАП,
более 46% всех рек в Вашингтоне были изменены. И если разбить реки по размерам, то окажется, что 68% всех крупных рек были изменены вместе с 42% более мелких ручьев и речек. Еще пара цифр. В Вашингтоне 10% рек не имеют свободного течения из-за таких препятствий, как 751 крупная плотина, а 44% рек протекают по землям, которые были сильно освоены или изменены в результате деятельности человека. По оценкам, в 2007 году, до того, как европейские поселенцы активно осваивали водные пути Вашингтона, прибрежные районы, такие как пойменные леса и водно-болотные угодья, занимали 40-50% ландшафта. Затем наступила эпоха чрезмерного выпаса скота вдоль рек и ручьев, развития сельского хозяйства, интенсивной добычи природных ресурсов и вырубки лесов. Все это привело к уменьшению сложности водотоков, а также к деградации и потере качества среды обитания и ее обилия вдоль водных путей. Сейчас пойменные леса и водно-болотные угодья составляют лишь 2% площади вокруг реки. Когда все и так плохо, случается что-то, что делает ситуацию еще хуже. Пожары. В 2015 году на реке Твисп, притоке Мето, вспыхнул пожар, который затем распространился на площадь в 1100 акров. Судя по репортажам с места событий, природа действительно пострадала. Пожар — это то, что уничтожает все, на чем есть хоть малейшие следы жизни, поэтому река Твисп и ее окрестности потеряли значительную часть своего биологического разнообразия. И это о чем-то говорит, учитывая, что там и без того все было довольно мрачно. Таким образом, можно сказать, что земля вокруг реки подверглась двойной деградации. Знаете, что действительно помогло восстановить полностью разрушенную землю? Что может помочь вернуть водные пути в первоначальное состояние, даже после двойной деградации, в результате деятельности человека и пожаров? Удивительно, но именно бобры обгладывают деревья, буквально сокращая их численность. Стоит сразу отметить, что когда-то бобры были здесь очень распространены. На Твиспе, Метау и других реках можно было встретить сотни, даже тысячи этих животных. Однако затем прибыли европейские колонизаторы, и в погоне за наживой они охотились на каждого зубастого инженера, который попадался им под руку. Результат? В Вашингтоне почти не осталось бобров. В 2007 году был запущен проект Meadow Beaver, целью которого является восстановление популяции бобров, когда-то истребленных на реке Метоу. После пожара 2015 года 3 пары бобров были выпущены в ручьи Черного каньона, через который протекает река Мето. Позже, через некоторое время, исследователи вернулись и обнаружили, что все бобры успешно пережили зиму и даже построили 1 или 2 плотины. После этого было обнаружено, что на каждом наблюдаемом участке уже было по 7 или более плотин. Можно сказать, что проект по восстановлению земель продвигается просто великолепно. Бобры строят свои плотины, чтобы создать пруды, где они могли бы прятаться от хищников. А для восстановления земель это идеальное место. Вот как это работает. Плотина перегораживает реку, в результате чего перед ней образуется пруд. Можно сказать, что благодаря плотине вода выходит из берегов. Что это значит? Пойменные леса и водно-болотные угодья получают воду, которую они давным-давно потеряли из-за деятельности человека. Когда дело доходит до условий после пожаров, бобры становятся своего рода стимулятором для природы, которая нуждается в восстановлении. Река, потому что водно-болотные угодья и пойменные леса, созданные этими животными, притягивают к себе огромное количество различных видов животных. Итак, через некоторое время исследователи прибыли в район, который недавно был сожжен. Они увидели плотины с рядом больших глубоких прудов за ними, а вокруг них была земля, покрытая болотными и прибрежными растениями,
включая побеги осины. Кроме того, было очевидно, что восстановленный ландшафт вот-вот привлечет оленей, лосей, вапити и многих других животных, поскольку они любят посещать водно-болотные угодья. К сожалению, бобры — медлительные и пухлые существа, и из них получается отличная еда для койотов, пум и медведей. Это также увеличивает биологическое разнообразие, хотя и не самым приятным образом для главных инженеров природы. Также выяснилось, что лишь немногие бобры способны восстановить определенную территорию, даже после того, как она была полностью уничтожена пожаром. В целом, ученые явно не ошиблись, когда назвали бобров ключевым видом. Польза, которую они приносят, огромна, и это не заканчивается восстановлением земель. Что вы думаете об идее, что бобры могут в принципе спасти территорию от пожаров и даже от засухи, о которой в настоящее время так беспокоится весь мир, включая США? С 2008 года в рамках проекта, осуществляемого в партнерстве между Лесной службой США, Вашингтонским департаментом рыбного хозяйства и дикой природы и Фондом по восстановлению лосося в районе Восточных Каскадов, в верховьях Мето было выпущено более 300 бобров. Как утверждают участники проекта, одна бобровая плотина может создать пруд, вмещающий 1 миллион галлонов воды. А теперь представьте, сколько таких прудов могли бы создать 300 бобров. Впрочем, представлять не нужно. Территория проекта тщательно изучена его участниками. Было обнаружено, что выпущенные на волю бобры образовали 176 прудов. Не все пруды одинакового размера. Одни из них больше, другие меньше. Однако биологи обследовали 62 пруда, созданных бобрами в рамках проекта, и пришли к выводу, что в них содержится около 5 миллионов галлонов воды. Для сравнения, этих прудов хватило бы, чтобы обеспечить питьевой водой среднестатистическое домохозяйство в городе Твисп на 5 лет. Разве это не впечатляет? Так вот, те же биологи подсчитали, что каждый год все плотины, созданные бобрами в рамках проекта, собирают 65 миллионов галлонов воды. Этого достаточно, чтобы обеспечить типичное домохозяйство в Твиспе в течение 24 лет. Есть еще одно исследование под названием Beaver Pond Storage, в ходе которого был измерен запас воды в 12 бобровых комплексах, расположенных вокруг 29 прудов в бассейне реки Колумбия. Оказалось, что каждый из этих прудов также хранит воду под землей, причем в больших количествах — 6 миллиона галлонов. Как все это может помочь в борьбе с засухой, которая так беспокоит людей? Подобно обычным рукотворным плотинам, пруды, созданные бобрами, хранят воду, которую люди могут использовать для питья, когда речной сток падает. Кроме того, созданная бобрами естественная система хранения воды в течение жаркого лета медленно выпускает холодную чистую воду вниз по течению. Для сравнения, водоемы, которые бобры не восстанавливали, часто пересыхают и не дают воды вообще. Как бобры могут помочь в борьбе с пожарами, подобными тому, что произошел на реке Твисп в 2015 году? Они просто создают пруды. Как бы очевидно это ни звучало, вода обычно не загорается, поэтому пруд является своего рода противопожарным щитом. Огонь просто не может преодолеть бобровую плотину. Это было подтверждено проектом Methow Beaver Project. Поскольку пожары затронули районы, где бобры разводили деревья до 2015 года, огонь добрался и до созданных ими прудов. Посетив территорию проекта после пожара, исследователи увидели множество прудов, обгоревших только с одной стороны. С другой стороны, растения не пострадали от огня. Построенный бобром резервуар также служит источником воды для пожарных. На самом деле, исследователи из проекта Methow Beaver Project с гордостью утверждают, что один из прудов был специально использован для этой цели.
Бобровые пруды также задерживают наносы, уменьшают воздействие грязевых потоков и служат водными буферами, защищающими от наводнений. Кажется, бобры заслуживают большего признания, потому что эти природные строители являются универсальными спасителями, способными вернуть водным путям их первоначальное, гораздо более здоровое состояние. И как раз в тот момент, когда вы думаете, что польза бобров исчерпана, появляется лосось. Да, бобры помогают и в этом. Лосось — рыба со сложной жизнью. Он рождается в пресной воде, растет в ручьях, затем перемещается вниз по течению, чтобы провести время в устьях рек, где становится достаточно большим, чтобы выжить в океане. После насыщенной жизни в океане, где было много пищи, лосось начинает свой сложный обратный путь к пресноводным водоемам в верховьях рек, где он мечет икру, а затем погибает. Вашингтон. Штат — настоящий рай для 7 видов лосося. Здесь есть все, что нужно для их процветания. Множество небольших ручьев, выход к океану и многое другое. Но население Вашингтона выросло на 63% в период с 1990 по 2020 год и, как ожидается, превысит 9 миллионов к 2040 году. Это все равно, что добавить к штату еще один Сиэтл в течение следующих 20 лет. Поскольку население продолжает расти, для жизни, работы и досуга требуется больше земли и воды, а это уже приводит к потере мест обитания лосося, и на горизонте маячит еще больший ущерб. Например, есть Пьюджет-Саунд. Со временем он утратил свою роль места обитания лосося на трети своей обширной береговой линии протяженностью более 2500 миль. Почему? Для защиты домов и другой инфраструктуры были построены укрепления, в том числе дамбы и другие сооружения. Все эти меры защиты изменяют среду обитания лосося и кормовых рыб. Укрепление не дает волнам размывать утесы, создавая пляжи, где лосось находит насекомых и другую рыбу для употребления в пищу. Пойменные равнины, как мы уже говорили, также сильно страдают от антропогенного воздействия. Например, в некоторых отчетах говорится, что 50-90% земель вдоль водных путей в Вашингтоне были утрачены или значительно изменены людьми. Это участки с пышной растительностью, которые затеняют и сохраняют воду прохладной, отфильтровывают грязную воду, поддерживают корнями деревья, которые помогают удерживать берега вместе, и служат укрытием для рыбы. По сути, поймы являются безопасным убежищем и источником пищи для молоди лосося, поэтому их замена или полное уничтожение становится настоящей проблемой для этой ценной рыбы. Конечно, для исправления всего этого требуется всесторонний комплексный подход, и это именно то, что сейчас делает государство, активно работая над восстановлением и защитой мест обитания лосося. Бобры тоже могут помочь в этом. В штате Вашингтон существует проект под названием Tulalip Beaver, и с 2014 года в рамках него было выпущено на волю более 200 бобров. Главной целью этого проекта было увеличение сокращающейся популяции лосося. Бобры построили десятки прудов, которые оказались идеальными местами для жизни и роста молоди лосося, потому что холодная вода как раз подходит для этой рыбы. Кроме того, пруды — это множество растений, дающих тень, и множество насекомых, которые становятся пищей. По сути, пруд — идеальное временное пристанище для рыбы, которой предстоит нелегкий путь. В рамках этого проекта не проводилось измерение того, насколько увеличилось поголовье рыбы после того, как в него вселились бобры. По словам команды, у них просто нет ресурсов для этого. Поэтому биологи измеряют то, что легче собрать. Температура воды, а также количество и размер новых прудов. Для людей, вовлеченных в это дело, ключевым показателем является улучшение среды обитания, поскольку лучшее место обитания означает большее количество лосося. Если кого-то это не совсем убеждает,
биологи продолжают. Мы видели места, которые просто полностью преобразились в огромные бобровые комплексы, состоящие из 12-13 плотин и прудов повсюду. Сейчас в этих прудах живут сотни детенышей лосося. Кстати, все эти проекты по реинтродукции бобров не только помогают обратить вспять процесс деградации рек, но и создают среду обитания для многих видов, таких как лосось. Они также спасают самих бобров, потому что у них есть только два варианта — либо погибнуть, либо жить мирно в рамках какого-нибудь проекта. Дело в том, что бобры по-прежнему не считаются полезными животными в большинстве мест. Они грызут деревья, строят собственные ирригационные системы. Скажем так, фермеры не в восторге от такого поведения, поэтому главных инженеров мира природы часто просто убивают. Благодаря таким проектам, как Matthew Beaver, сейчас все изменилось, и вместо того, чтобы хвататься за оружие, любой житель Вашингтона может просто позвонить в организацию, дождаться прибытия команды, а затем наблюдать, как нарушителей спокойствия увозят куда-нибудь в лес. Все бобры, которые сейчас активно восстанавливают разрушенные реки, на самом деле являются теми самыми нарушителями спокойствия, которых поймали. Среди этой команды диких строителей, например, есть любопытный самец, которого арестовали за повреждение яблонь. Есть еще рыжеволосая женщина, которую поймали на вырубке тополей. Изменить их в рамках какого-либо проекта, конечно, невозможно. Люди, бобры, всегда будут любить грызть деревья. Однако, направляя это стремление в правильное, полезное русло, можно добиться идеального результата как для самих бобров, так и для нас, людей. Направляя это стремление в правильное, полезное русло, вы получаете идеальный результат как для бобров, так и для других животных.